Уважаемые граждане России, 16-й год, идет по миру новый век. Мы идем по нему вместе с ним. Его первые дети только что закончили школу. Что ждет их в нашей стране и мире? Как сложится их судьба? 20 век, уходя в историю, остался в нашей памяти как век самых больших войн, век самых больших жертв, которые понесло человечество от самого себя. Никто не может принести людям столько страданий, сколько сами люди. 20 век стал в России веком крушения двух государств, веком самых больших народных надежд и самых жестоких народных разочарований. Все его уроки политы народной кровью и народными слезами. Книга этих уроков в сердце и разуме каждого из нас. Самым тяжелым уроком 20 века стали войны. Они прервали жизни миллионов людей. Самые благодатные страницы этих уроков – это годы мира. Они подарили жизни миллионам людей. Война – это особое состояние государства. Это такое состояние, в котором государство решает жертвовать народом во имя себя. Война – это не только фронт и голоса смертоносных орудий. Война – это когда главным двигателем государства становится ненависть. Ненависть ко всему живому, что не помещается в рамки воюющего государства. Это война не только силой военного оружия. Это государственная война с инакомыслием, война с несогласием, война с человеческим достоинством, война со свободой и справедливостью. Воюющее государство или выдавливает со своей территории, или уничтожает морально и физически всех, кто хочет свободно жить в своей стране, в мире и дружбе. Наша страна в начале 21 века не избежала новой войны. Уроки минувшего столетия, жертвы миллионов людей, души миллионов погибших, которые парят над нашим миром, не остановили новых искателей славы на крови. Век большевизма и сталинизма, век лжи и насилия вырастил в нашей стране народ вражды, народ войны. Этот же жестокий век вырастил в нашей стране народ мира. Век диктаторов и убийц был одновременно веком подвижников, страдальцев, правозащитников, людей совести и чести. У века диктаторов и убийц есть сегодня политические наследники в России. Они хотят сделать новый век страшнее ушедшего века. Они хотят взять из него насилие и ложь. Они хотят сделать народ врагом народа. Мы наследники другого 20 века. Мы наследники раскулаченных крестьян, казненных священников, наследники писателей, поэтов, не сказавших своего лучшего заповедного слова, наследники инженеров, врачей, учителей, которых везли в безысходную ночь черные воронки, наследники сидевших в ГУЛАГе и переживших ГУЛАГ, наследники, выходивших на площадь в час, когда над нею не светил даже один луч надежды. Мы прямые наследники тех, кто победил в 20 веке культурное и политическое варварство. Даже ценой своей жизни подарил всем нам шанс на свободу. Дух каждого из этих великих граждан сегодня рядом с нами. Сегодня в
начале 21 века мы снова чувствуем смертоносный запах войны. Войны со своим народом, войны со всем миром. Мы будем защищать народ мира. Мы не хотим, чтобы сегодняшние выпускники школы шли на войну. Они нужны нашей стране живые. Мы будем останавливать войну. Войну внутри России и войну со всем миром. Мы будем строить мир, мир внутри России и мир со всем миром. Гражданин России, твоя страна ждет тебя. Только ты сам можешь победить государство войны и построить в своей стране мир. Сделай шаг навстречу своей стране. Возьми ее в свои руки. Принеси своей стране свободу и мир. Почти 2 века назад великий русский африканец, гражданин и поэт, лежащий сейчас в Псковской земле, Александр Сергеевич Пушкин сказал: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость падшим призывал». Свобода и мир нужны сегодня нашей стране, как свет, как воздух, как сама жизнь. Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» призывает граждан России вернуть Россию себе. Мы принесем в нашу страну свободу и мир. Мы знаем, как дорого они стоят. И мы это сделаем. Спасибо.